Thank you very much. Thank you very much. First of all, on behalf of KTF, I want to welcome you all here to the conference. В первую очередь, разрешите от лица Федерации тенниса Казахстана добро пожаловать. Thanks for taking time to be here. Спасибо, что нашли время в своем расписании, чтобы быть здесь. I first want to introduce Diaz, who you all know very well, who's going to be translating for the English presentations. Я хочу познакомить вас с Диасом, который будет переводить все презентации с английского на русский. I'm delighted that Diaz is back in the Federation again. Я рад, что Диас вернулся обратно в Федерацию. I also wanted to introduce Rinat, who's here from the Tennis Federation. Я хочу также представить вам Рината Даирова, который представляет Федерацию. And Timur, the assistant for Юрий Польский. И также Тимур Кусаинов, помощник и менеджер вице-президента Юрия Федоровича Польский. And of course Timur, who works with Team Kazakhstan. И вы все знаете Тимура Аказиева с Team Казахстан. And I want to recognize the great work Shukrat and his team have done to organize the conference. Я хочу отметить великолепную работу, которую Шухрат Каюмов сделал, чтобы приготовить и организовать эту конференцию. Now Юрий Польский will be joining us later on at 2 o'clock to say a few words. Вице-президент Юрий Федорович Польский присоединится к нам онлайн в обеденное время, чтобы сказать слово. We haven't told him yet, but we'll be giving him an award from all of us for his contribution to coaching over the last few years. Мы ему еще не говорили, но это будет сюрприз. Мы хотим от лица всех тренеров презентовать ему подарок за то, что он поддерживал тренеров на протяжении всех этих лет. We'll introduce some people later on as we go. И мы, конечно же, представим дополнительно других людей. Shukrat, can we put up my presentation? Okay, so I want to start off by just going through some things that I think are pretty important from a player development point of view. Давайте пройдемся по нескольким моментам, которые, на мой взгляд, являются очень важными с точки зрения развития игроков. I came to Kazakhstan at the end of 2020. Я приехал в Казахстан в конце 2020 года. And we agreed after a few months a strategy with the president, Mr. Bulat. И мы договорились с президентом Федерации тенниса Буладжевичем Утимуратом, что будет создана стратегия развития игроков. And for the last 2 years we've been working on that strategy. И в последние 2 года мы работали усиленно над этой стратегией. This year we've had some good success. В этом году были определенные успехи. But it's not good enough. Но этого еще недостаточно. And we still have a lot of work to do. Еще очень много работы предстоит в будущем. We now have a very good player development structure. У нас сейчас очень хорошая структура по развитию игроков. It's maybe hard for you to see, but we have national teams, somebody in charge of national teams. Я надеюсь, вам всем видно хорошо структуру. У нас есть отдельный человек, который отвечает за национальные команды. People in charge of 10 and under and baby tennis. Есть отдельные люди, которые отвечают за программу теннис до 10 и бэби-теннис. Shukrat and Sergey Kwak are working a lot on the 14 and under program. Шухрат Каюмов и Сергей Квак работают над программой до 14 лет. Shukrat's working on coach education. Также Шухрат Каюмов отвечает за развитие и повышение квалификации тренеров. Timur is in charge of all the 14 and over players. Тимур Аказиев отвечает за игроков 14 и старше. And we have our academy where Ruslan and Irina, you'll see them later on, are in charge. И которых вы позже увидите, Ирина Чичмарова и Руслан Мухамедзянов отвечают за Академию Team Казахстан. We also have a person responsible for wheelchair tennis, and you'll hear from Sergey later. И у нас есть отдельный человек, Сергей, который отвечает за колясочный теннис. And we have 3 people who are here for this workshop, Dilmar, Ayana, and Zarina, and you'll get to meet them later. И у нас есть, конечно же, 3 человека в нашем департаменте, Аяна, Дильмар и Зарина, которые вы попозже увидите, которые тоже организовывали эту конференцию. So that's the player development team and structure. Это департамент развития игроков. Вот вся структура, как она выглядит в What we're федерации. trying to do, with all of your help, is develop a structure in Kazakhstan that respects the culture, but that's based on principles of volume and quality of training and competition. Что мы стараемся создать в Казахстане, это свою структуру, которая уважает и учитывает местную культуру и традиции, но которая именно отображается с конкретными принципами по тренировкам, по соревнованиям. I think you're going to really enjoy Ivan's presentations because what you're going to see a lot is the way he works with high quality and high intensity. Я надеюсь, вам очень сильно понравится презентация Иван Молина, который будет показывать презентацию и говорить
про тренировочный процесс с высокой интенсивностью и с высоким качеством. And what you're going to see on the court is when he's doing the training with the players, he's working sometimes technically, tactically, physically and mentally at the same time. Как вы увидите в презентации, когда он будет работать, именно проводить тренировку с молодыми игроками, что он одновременно может акцентировать внимание во время тренировочного процесса на тактику, технику, психологию и физические аспекты. Please remember, if you want the players to work with high quality, high intensity, you as coaches have to work with high quality and high intensity. Помните, что если вы хотите, чтобы ваши игроки проводили тренировку с высокой интенсивностью и с высоким качеством, вы, как тренеры, должны работать с высокой интенсивностью и с высоким качеством. The program we're setting up is player-centered. Программу, которую мы структурировали, она основывается вокруг игрока. What does that mean? We want to do what's best for the player. Что это означает? Мы делаем все, что в интересах спортсмена, игрока. We want to make sure the player's training enough tennis, training enough fitness, and playing enough matches. Мы хотим убедиться, что спортсмен-теннисист достаточно тренируется, достаточно играет матчи, достаточно проводит физические нагрузки, ОФП. And we want to support their coach to make sure that happens. И мы хотим поддерживать личных тренеров, чтобы это все случилось. I want to be clear. We don't mind where the player trains. Я хочу еще раз отметить, нам не важно, где тренируется игрок. They can train in the academy. Они могут тренироваться у нас в академии. They can train outside of Kazakhstan. Они могут тренироваться вне пределов Or Казахстана. they can train privately in Kazakhstan. Либо они могут тренироваться со своим личным тренером в Казахстане. But they will only get support if they reach the standards. Say again, sorry. They'll only get support if they reach the standards. Да. Но мы будем поддерживать только, если будут достигнуты стандарты по объему тренировок и In количеству. terms of volume of training, fitness and matches. Касательно фитнес-тренировок, матчей и количества игр. I want you guys to see that KTF is here to help and support the private coaches. Я хочу, чтобы вы вот здесь присутствуете, чтобы вы понимали, что Федерация тенниса создана для того, чтобы помогать тренерам. We're all part of the same team. Мы все должны быть на одной волне, все в одной команде, делаем одно дело. We have a very simple approach to player development. У нас очень простое понимание касательно развития игрока. Every year we want a player to have a destination. Мы всегда хотим знать, к чему стремится игрок в конце года. Where do they want to be by the end of the year? В конце года какой должен быть рейтинг у игрока? In terms of ranking. Касательно рейтинга. Then they have to put together a plan of tournaments, Затем нужно создать план турниров. which is календарь. the road to get there. Это как бы путь достижения этого рейтинга. And of course, then they need to have goals for technique, tactics, physical, mental, that's going to help them get to those goals. И затем, конечно же, должны быть цели касательно технических, тактических, физического развития, чтобы достичь этих целей. To help them play better in matches. Чтобы они могли лучше играть в матчах, выступать. So here's an example of a player. Вот пример одного из игроков. A ranking goal, Цель по рейтингу, a plan for tournaments, календарь турниров and training, и тренировок, and rest, и отдыха. and then what they want to work on technically, tactically, physically, and mentally to get there. И над чем они должны работать технически, тактически и физически, чтобы достичь этих целей. It's not complicated, Это не совсем сложно, but it requires sacrifice. но требуются жертвы. Now, the 14 and under program is very important. Касательно программы 14 и младше, очень важная часть, сейчас скажу. What we've been trying to do is identify the best 12 and under boys and girls and 14 and under boys and girls. Нам важно идентифицировать самых лучших детей до 12 лет, до 14 лет. To know everything about them, where they're training, who their coach is, who their parents are. Мы хотим знать все об этих игроках, кто их родители, где они тренируются, как они живут. And then to give them support. И, конечно же, затем поддерживать их. It's a team approach. Это командная работа. KTF will give some support. Федерация тенниса будет поддерживать. The parents probably will. Родители тоже. The branch might. Филиал, который The tennis center might. теннисный центр, где они тренируются. Everybody working to make sure the player Все работают для того, чтобы игрок plays the right type of schedule,
играл правильный календарь турниров, trains enough, достаточно тренируется but also plays enough matches. и играет достаточное количество матчей. I'm very pleased that this year all of the players now are going to reach the standards we wanted, which is to play 60 matches per year. Я очень рад, что в этом году многие игроки, почти все игроки, достигли стандартов и играли 60 матчей. And 30 to 50% of the matches are outside of Kazakhstan. И 40 и 50% этих 60 матчей играли вне пределов Казахстана. It's important. Это очень важно. Now, at this level we do a lot of camps to bring the players together again so we get to know the players better. Мы проводим учебно-тренировочные сборы для этих игроков, чтобы все собрались, узнали друг друга, мы их узнали. And at these camps we had the Davis Cup captain and the Billie Jean King Cup captain, Slava and Юрий. На этих сборах принимают участие капитаны Кубка Дэвиса, капитаны Кубка Билли Джин Кинг Кап, Юрий Щукин и Ярослава Шведова. But it amazed me that some coaches said, no, we don't want to send our players. Ну, меня очень сильно удивляет, когда личные тренеры некоторых игроков не хотят отправлять или приезжать на эти вот учебно-тренировочные сборы. I guarantee you in France, if the Davis Cup and Fed Cup captain were there, the players would be begging to come. Я уверен на 100%, что, например, где-нибудь во Франции, если проводили бы такие сборы с участием капитанов национальных сборных, многие игроки и тренеры просто бы, были счастливы, да, молились бы, чтобы там принять участие. So 14 and under is pretty good. Поэтому по программе до 14 лет все достаточно хорошо. In my opinion, the players are training enough, they're doing fitness enough, and they're also playing enough matches. В моем видении и по моему мнению, что они достаточно играют матчи, достаточно тренируются и достаточно проводят времени на тренажерном зале. But we still have a problem with the players over 14. Но у нас все еще есть проблемы с игроками 14 и старше. They're not playing enough. They're not playing enough matches. Они играют недостаточно матчей. So I won't say who these players are, but they're probably playing between 45 and 60 matches. Я не буду называть имена этих игроков, которые играли недостаточно, но они примерно играют от 45 до 55 матчей. But players in other countries like Rublev, they were playing 79 matches, singles, internationally, and matches in Russia. Но я хочу привести пример, что другие игроки вне Казахстана, например, Андрей Рублев, когда он был молодым, в этом же возрасте, Каспер Руд, Андрей Рублев, они уже в этом возрасте играли 79-80 матчей, только те матчи, которые уже были вне предела своих стран, не считая игр, которые... I'm not saying matches is the most important. What I'm saying is that we need to do the quantity of matches that our competitors are doing. Я не говорю, что играть большое количество матчей – это все, то есть должна быть такая самоцель. Нет, мы говорим о том, чтобы игрок участвовал в максимально возможном количестве турниров и стремился показать результат. And it's more about playing the matches and learning more than about whether they win or lose. Это, знаете, больше, чтобы они играли матчи и учились, и поднимали свое мастерство. Я не буду там акцентировать внимание на том, что выиграли они или проиграли. With the help of Irina, who came here, Chichmarova, and also Ruslan, we put together this pathway document. С помощью Рината и Руслана мы создали дорожную карту для игроков по их развитию. It's a guide. Это рекомендация. It's not a rule. Это не правило, которое нужно обязательно следовать. Это But it gives a good guide for how many hours of tennis, fitness and matches at every age from 6 years old to 20. И мы создали рекомендацию определенную для возраста от 6 до 20 лет по количеству матчей, которые игрок должен играть, по количеству часов тренировочных, сколько должен он проводить. So please read it. It's in Russian. Please read it. It's very important. Поэтому, пожалуйста, прочитайте эту дорожную карту, прочитайте эту рекомендацию, чтобы вы понимали и знали эту информацию. Okay, for me, if you want to be a performance coach, the most important thing is planification. Для меня, если вы хотите стать, знаете, тренером спорта высших достижений, для меня важно planification, знаете, это планирование, да? Too many coaches think their job is to teach technique.
Многие тренеры думают, что важная часть в работе тренера – это обучить игрока технике. But that's only one of your jobs. Но это всего лишь одна часть из вашей работы. Your job is also to plan the tactical training. Также ваша работа заключается в том, чтобы запланировать работу над тактическими To навыками. help the player plan the fitness and injury prevention. И также нужно еще планировать правильно тренировочный процесс ОФП и СФП, чтобы предотвращать травмы. To plan the competition. Важно планировать количество турниров, The finance. бюджеты, затраты на эти турниры, The rest for the player. отдых, восстановление для этого игрока. And very important is the family and friends, that they still have a family and friends. И самое важное, конечно, нельзя забывать, что у них есть жизнь, что у них есть семья, что у них есть друзья и жизнь вне корта. This is your job. Это все ваша работа. It's not easy. Это непросто. If it was easy, every country would have players. Если бы это была простая работа, то все бы страны уже имели самых топовых игроков. Now, some coaches told me this year, and some other people, they said, Dave, 65-80 singles is too much. В этом году ко мне подходило большое количество тренеров и говорили, что Дэйв, 65-80 матчей – это слишком много. But 65 matches is 65 days. Но если вы посмотреть на это с другой стороны, 65 матчей – это 65 дней. Which means you have 300 extra days for practice and rest. Что означает, что у вас остается 300 дней для отдыха и для тренировок. It's not so hard. Это не так сложно, на мой взгляд. And you can practice at tournaments when they lose. И, конечно же, вы еще можете тренироваться во время турнира, когда ваш игрок проигрывает. The other thing we've worked a lot with Dima and with Tatiana is about making sure every player has an individual fitness program which is tennis specific. Мы очень много работали с Татьяной Хаджимурадовой и Дмитрием Костецким, чтобы все наши ведущие игроки имели индивидуальную программу по фитнесу. And Dima is going to present later on in the conference about that. И Дима Костецкий присутствует здесь, он попозже будет презентовать свою тему. Because the tennis coach has to work with the fitness coach to make sure they are a team. They work as a team. Потому что тренер по теннису должен непрерывно быть в работе и в коммуникации с тренером по фитнесу, потому что они работают как одна команда. Now, I just want to recognize the work Shukrat has done on coach education. Я хочу, конечно же, отметить хорошую работу, которую Шухрат Каюмов провел по обучению тренеров. This is the structure. It looks a bit complicated. Вот эта структура сейчас, которую покажем, она немножко запутанная, на первый взгляд. But this is what we had to do to get the ITF silver recognition. Но вот что нам предстояло проделать, создать такую структуру, чтобы получить, знаете, категорию по линии ITF серебряный уровень. And all of these things we're doing now. И вот эта вся работа, которую мы сейчас делаем, направлена на это, чтобы уже наш уровень повышения квалификации и обучения был на уровне серебро. To try to improve the level of coach education. И это все будет означать, что у нас повышается уровень обучения тренеров. Okay, I just want to touch on selection for national teams. Я хочу поговорить немножко об отборе игроков в национальные команды. Believe it or not, I was a player once. I know it's hard to believe. Верите или нет, я знаю, что в это очень сложно поверить, но я когда-то был игроком. And I suffered from selection. I suffered. I didn't get selected sometimes. I know what it's like. Я очень хорошо понимаю, что это такое, потому что я очень сильно страдал. Да, меня тоже не отбирали в команды. So I want KTF to be fair. Я хочу, чтобы Федерация тенниса Казахстана была справедливой. And the way we do that is, if a player is way ahead, based on international results, if they're way ahead, they get picked automatically. Как мы видим этот процесс? Если, например, лидер сборной на голову, на две выше, чем все остальные, то мы отбираем этого игрока в команду автоматически. If they're not way ahead, they play the playoffs to see who gets in the team. Если они, то есть не на голову выше, тогда они играют отборочный турнир, чтобы попасть в команду. It's hard. Да, это сложно, конечно. The players don't like these matches. Игроки не любят такие матчи. They're a bit afraid.
Они мандражируют, боятся, нервничают. But it builds character. Но это, то есть, работает и укрепляет характер игроков. And it makes the team stronger. И это укрепляет, конечно же, дух командный. Now, what I observe in all my time in Kazakhstan is, I just want to give you some advice. Coaches, you're too negative. Что я заметил за время пребывания здесь, в Казахстане, за 2,5 года, что тренеры из Казахстана достаточно негативные по I see coaches stopping only when the player misses. They don't stop when the player does it really well. Я заметил, что тренеры останавливают, то есть отмечают у игрока ошибку, но редко отмечают у игрока, когда он что-то сделал хорошо. I want to see things like good racket speed, Конечно, я бы хотел, good footwork, больше movement. слышать позитивные комментарии от тренеров, такие как, например, Because- хорошая скорость ракетки, хорошая работа ног. By doing this, you build confidence. Делая это, то есть позитивный reinforcement, то есть вы повышаете уверенность в игроке. We want the players going to play tournaments outside of Kazakhstan standing like this, walking strong. Мы хотим, чтобы наши игроки ездили на турниры, Not и walking like на this. международных турнирах, чтобы они ходили с They need confidence. высоко поднятой головой, уверенные в себе, And you can help. и вы можете в этом помочь. Okay, only 1 point on 10 and under. Ruslan's doing a great job. Я хочу только отметить одну вещь по программе «Теннис за 10». Руслан Арепинцев проводит хорошую работу. Sometimes when I travel to the tennis centers, I want to bring a machine gun and start shooting people. Sometimes I want to start shooting people. Иногда, когда я приезжаю в теннисные центры по регионам, в больших городах, я хочу взять с собой автомат и начать стрелять по тренерам. They have kids, they're not using the balls. У них большое количество детей, и они не используют инвентарь. They're not using the nets. Они не используют сетки, The kids are in a line. большие линии ожидания. Please, let the kids play. Давайте позволим детям играть. Get them playing, rallying, Да, пусть они играют между собой, держат мяч, перекидывают через сетку. and then give them instruction to help them play better. И затем, то есть подсказывайте им, как им нужно работать над техникой, как им нужно играть лучше. Last couple of things and I'm finished, okay? You're lucky. Несколько вещей, я закончу. So I promised when I came here that you would always have the calendar by December 1st. Я обещал, что когда я приехал сюда, что у всех тренеров в Казахстане будет на руках готовый календарь к предстоящему году к 1 декабря. And with the help of KTT and player development, we've delivered it. И с помощью департамента казахстанского теннисного тура и департамента по развитию игроков мы добились этого. And by doing that, it helps you guys to plan better. И, конечно же, это позволяет вам планировать лучше календарь игроков своих турниров. Please, this is a great calendar. Пожалуйста, это очень хороший календарь. Let me give you an example. In 4 countries in Central Asia, we have 38 junior ITF tournaments. In 4 countries, 38. К примеру, это факт. Я отмечу, что в Центральной Азии на сегодняшний день проводится 38 турниров ITF до 18 лет. So please don't complain. Поэтому не жалуйтесь. It's a pretty good situation. Это очень хорошая ситуация и обстоятельства. And what I want players to do is prove yourself in this region, and then you can go to Europe and Asia and play bigger tournaments. И как я вижу ситуацию в связи с этим, важно, чтобы игрок для начала проявил себя здесь, в регионе, в Средней Азии, и затем уже ехал за пределы Казахстана. Now, all of our team is here this weekend. Вся наша команда здесь в эти выходные. You might hear other things from people. You might hear other things. Вы, конечно, можете слышать разные вещи от людей, But this is how I work. но это как я работаю. То I есть talk to people. я говорю с людьми, I listen to them. я слушаю их, I want people to give me ideas. I want people to disagree. я открыт к критике конструктивной, я не против того, чтобы люди со мной не соглашались. And I want you during this weekend to come and tell us things. No problem. И в эти выходные, конечно же, я ожидаю, что вы подошли ко мне и сказали, с чем вы не согласны. Дайте мне новые идеи.
I try to attend as many events as possible. Я стараюсь посетить как можно больше мероприятий, But in the end, I have to take decisions. но в конце, в итоге, я же должен принимать решения. Because Mr. Bulat isn't going to come to you, he's going to come to me if it goes wrong. Потому что президент Федерации не будет подходить к вам и звонить к вам и спрашивать, что случилось. Он подойдет, именно у Дэйва будет спрашивать. When we take decisions, we take it on three things. Когда мы принимаем решение, мы отталкиваемся от 3 принципов. Number one is tennis. Первое, чтобы это было теннисное. Does the decision make tennis sense? То есть, имеет ли вообще логику с точки зрения тенниса решение? Does it make business sense? Is it financially good? Имеет ли логический смысл с точки зрения финансов, экономическое? And is it fair? И есть ли в этом решении справедливость? That's it. Все. Okay. We have a great program here. У нас хорошая программа в эти выходные. And I wanted just to say it's a privilege to have Amir Bourguet here from the ITF. И хочется отметить, что у нас привилегия иметь Амира Бургея, представителя ITF. I'm delighted also to have my friend Ivan Molina here. Я хочу представить вам моего друга Иван Молина из Колумбии. Ivan, just so you know, he's a very modest guy, but was a great player. Как вы знаете, как я вам хочу сказать, я знаю, что Иван очень скромный человек, но он был невероятным игроком. He's coached 7 male players that made top 10. Он тренировал ATP. 7 мужчин, которые в итоге попали в топ-10 ATP. 8 players top 10 in doubles. 8 игроков мужчин, которые попали в паре в топ-10. And many junior Grand Slam champions. И большое количество чемпионов, юниоров турниров Большого шлема. So Ivan is going to talk a lot about, he's going to show you drills on the court. Иван будет показывать большое количество упражнений на корте. Okay? And I think you're going to enjoy it. И я надеюсь, вам понравится. Last slide. This slide? Next, oh yeah, sorry. Okay, so we're going to finish. I want to tell you that one of the big achievements this year was wheelchair tennis. Одно из самых больших достижений в этом году – это создание программы колясочного тенниса. Thanks to the great work of Sergey, we managed to get wheelchair tennis recognized by the government. Большое спасибо работе Сергея. Почему? Потому что правительство, наше государство отметило эту работу. We have programs going in 8 tennis centers around the country. У нас уже создана программа в 8 теннисных центрах. He did the first national championships in Almaty in October. Сергей провел первый чемпионат Казахстана в Алматы и в октябре. And we did a big coaches conference for wheelchair tennis. И мы провели большую конференцию для тренеров по колясочному теннису. So I'd like you to welcome Sergey. Just want to say a couple of words about wheelchair tennis. So you give him a big welcome, okay? Давайте поаплодируем Сергею, который хочет сказать пару Thank you for your слов attention. касательно программы. Come on, okay? Спасибо, Дэйв. Добрый день, уважаемые участники конференции. Хотелось бы рассказать вам о том, какую работу провели в течение этого года. How long did I go? Too long? И ближайшие десятилетия. Сегодня мне помогут ведущий тренер города Алматы по адаптивному и колясочному теннису Сака Дэйвжан и участник сборной города Алматы Бренда Сергей. Показывают элементы тренировочного процесса, который мы осуществляем ежедневно. Я расскажу вам о том, какую работу проделал в течение этого года. Год начался с семинара по подготовке тренировок, в котором приняли участие 21 тренер. На сегодняшний день теннис на коляске представлен в 6 городах Казахстана. Это Уральск, Актау, Актобе, Караганда, Астана и Алматы. Пользуясь случаем, хочу сразу пригласить всех желающих тренеров в своих регионах открывать отделение тенниса на колясках и адаптивного тенниса. Он включает в себя спешл теннис, это теннис для детей и взрослых с нарушениями ментальной типа аутизма, отсталости и так далее. Непосредственно колясочный теннис – это паралимпийский вид спорта, который входит в систему олимпийских игр и полноценно участвует во всех. Еще есть паразиатские игры и панамериканские
представлен в системе паралимпийского спорта, а также он имеет 150 коммерческих турниров в течение года в теннисном туре. От фьючерсов до Уимблдона. Поэтому на сегодняшний день теннисная коляска является единственным паралимпийским видом спорта в мире, который создает условия, чтобы наши спортсмены могли зарабатывать как полноценные спортсмены. Такого больше в системе паралимпийского спорта больше нет. Поэтому мы, еще раз хочу сделать акцент на том, что мы приглашаем регионы тренеров, не только которые принимали участие в семинаре. У нас есть отснятый материал, плюс в течение следующего года у нас примут чемпионаты Казахстана, заложенный УТС, где примет, опять же, будет проходить представитель из Великобритании Марк Баланс, будет делиться своими знаниями, и поэтому УТС может заместить семинар, где-то будут готовить тренеров, которые захотят зайти в систему работы Департамента инклюзивного развития Федерации тенниса Республики Казахстан. Еще хотелось бы отметить, что по итогам чемпионата Казахстана, который провели в сентябре месяце в этом году, первые 3 номера по мужчинам 16+, попали в состав национальной паралимпийской сборной СОП. И в следующем году уже примут участие в 2 международных турнирах фьючерсов за счет Министерства спорта. И по итогам этих 2 турниров примут участие в паралимпийском чемпионате Азии в октябре месяце в Китае. Поэтому у нас очень большие перспективы. Это не только социальный проект, это все-таки первостепенно спорт высших достижений. И тут тренера могут реализовать свои спортивные амбиции наравне с здоровым спортом. Давайте поаплодируем, наверное, немножко. На этом у меня все. Спасибо большое. Контакты мои, я думаю, что многие знают. Мы рады вступлению новых городов. Хотелось бы сделать персональное приглашение города Чимкент, города Туркестан, города Усть-Каменогорск, потому что у нас Восток и Юг не представлены в системе паралимпийского спорта, паралимпийского тенниса. Поэтому будем вам рады. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Сергей. Коллеги, у нас будет возможность после брейкеров и обеда попробовать действительно теннис коляска.